Не успели мы с вами моргнуть, как максимально быстро пролетела еще одна неделя февраля. Но могу сказать, что она была одной из самых насыщенных за последнее время, ведь мы не каждый день наблюдаем за тем, как SEC блокирует стейблкоины, а биток показывает 15% роста буквально за один день. Эту неделю мы начали с максимально негативной новости о том, что SEC запретила стейблкоин Binance USD. И тут можно было подумать, что рынку придет конец, биткоин скатится на новое дно и придется нам еще долго и нудно ждать, чтобы все вернулось на свои места. Но нет, уже во вторник мы увидели, как крипта, несмотря на весь этот фуд, который создала SEC, начала активно восстанавливаться и фиксировать новые годовые максимумы. И как всегда, после каждого подобного роста мнения людей начинают расходиться. Одни говорят, что это очередная ловушка и открывать лонги будет самой фатальной ошибкой, а другие наоборот считают, что это тот самый новый булран к цене в $100 тысяч. Но лично я скажу, что любому росту и падению есть свое объяснение. Это прежде всего связано с множеством фундаментальных показателей, одним из которых является инфляция в США, а также различными техническими индикаторами, которые указывают, куда будет двигаться биткоин. И как раз таки в этом ролике мы максимально подробно разберем все последние и будущие экономические отчеты, узнаем, как обстоят дела с инфляцией, и в конце видео проведем технический анализ биткоина. Поэтому смотрите ролик до конца, и вы узнаете, почему выросла крипта, как инфляция в США повлияла на рост, будет ли коррекция рынка и на каком уровне нужно покупать биткоин. Также, если вы желаете в будущем увидеть больше роликов такого формата, в которых мы подробно будем разбирать технический анализ биткоина и других монет, ставьте как можно больше лайков. И так мы поймем, что вам это интересно. Всем приятного просмотра, давайте начинать. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Как я говорил в начале, прошедшая неделя была очень насыщенной и постоянно чуть ли не каждый час появлялась различная информация, новости, а также отчеты. И это все мы, естественно, специально для вас публиковали в нашем телеграм-канале, на который советую вам подписаться. Ведь пока вы ожидаете от нас новое видео, следить за рынком крипты вы можете именно там. Если что, ссылка есть в описании. Так вот, новости о том, что SEC запрещает стейкинг на бирже Kraken и блокирует Binance USD, которое мы во всех малейших подробностях разбирали в этих двух роликах, смогли снизить биткоин практически на 9%. После этого многие шортисты явно потянулись открывать еще больше сделок, чтобы заработать на падении, но разворот наступил очень и очень быстро. Правда, вопрос, что же такого произошло, из-за чего биткоин продемонстрировал новый годовой максимум? Давайте разбираться. Во-первых, важную роль в росте крипты, а также акций США сыграл индекс потребительских цен за январь, который опубликовали 14 февраля. Во вторник ИПЦ показал, что в январе инфляция снизилась на 0,1% по сравнению с декабрем. Любое снижение инфляции – это безусловно хорошо, вот только по прогнозам она должна была упасть еще ниже, до 6,2%. Но даже такого неоднозначного показателя хватило, чтобы дать инвесторам уверенности для покупки любых активов. В принципе, те, кто смотрел наше видео, которое мы снимали за неделю до ИПЦ, прекрасно знали, как этот отчет повлияет на крипту. Ведь там мы четко сказали, что если данные будут положительные, то стоит ожидать рост. ИПЦ мог быть еще лучше, но по заявлению Министерства труда, рост расходов на жилье был самым большим фактором роста инфляции в прошлом месяце и году, на долю которого приходилась половина ежемесячного роста цен. Таким образом, мы должны иметь в виду, что в марте и в следующих месяцах ФРС придется повышать ставки, ведь им нужно увидеть более сильное снижение. А Байден по поводу инфляции сказал, что это хорошие новости для семей и предприятий по всей стране, и добавил, что предстоит еще много работы для снижения цен, и что на этом пути могут быть неудачи. Также были и не особо положительные отчеты. Например, в четверг январский индекс цен производителей, еще один важнейший показатель инфляции, вырос на 0,7% по сравнению с прошлым месяцем, в то время как экономисты ожидали рост только на 0,4%, а количество заявок на пособие по безработице неожиданно упало. Оба этих показателя указывают на сохраняющуюся инфляцию и на то, что борьба с ней еще не закончилась, особенно если учитывать, что показатель ИЦП вырос больше всего с начала лета. Это привело к тому, что в четверг фондовый рынок открылся в минус, ведь инвесторы продолжают опасаться будущих высоких ставок ФРС, а такие отчеты напрямую влияют на их решение, чего не могу сказать про криптоинвесторов, потому что эти отчеты их не напугают.
напугали, ведь крипта продолжала лететь вверх и биткоин пробивал сопротивление в 25 тысяч долларов. Но у вас, наверное, возник вопрос, неужели одного положительного отчета ИПЦ хватило, чтобы создать такой памп? Ну конечно же нет. После негативных новостей, связанных с Kraken, SEC и Binance USD, многие трейдеры открыли большое количество шорт-сделок. Ведь все думали, что это падение продолжится, точно так же, как это было после краха FTX. Но снижение резко прекратилось, и мы с вами начали наблюдать рост. И такой резкий рост привел к ликвидациям шорт-сделок. По данным CoinGlass, рост биткоина ликвидировал примерно 100 миллионов долларов. А общая ликвидация составила около 230 миллионов. За последнее время было ликвидировано 60 тысяч трейдеров, а наиболее значительной ликвидацией была шорт-сделка по биткоину на 2,5 миллиона долларов. Такая картина называется шорт-сквиз, и ликвидация происходит тогда, когда биржа принудительно закрывает сделки с кредитным плечом из-за частичной или полной потери суммы обеспечения трейдера. То есть получилось так, что трейдеры открыли шорты, столкнулись с большими просадками, начали докупать биткоин, чтобы минимизировать потери, но в итоге создали еще больший спрос, из-за чего биткоин улетел на 15% вверх, потянув за собой всю криптовалюту. И на таком активном движении рынка участники нашей подписки Coin22 Pro сумели заработать от 15% на росте биткоина, от 25% на движении Polkadot, от 30% на росте лайткоина, от 40% на пампе Polygon и еще на большом количестве других сделок. Подписка Coin22 Pro – это тот инструмент, благодаря которому абсолютно любой новичок или опытный трейдер сможет получать прибыльный анализ рынка от команды аналитиков Coin22. И огромным плюсом для новичков будет подробное обучение на старте, которое позволит максимально быстро освоить принцип торговли, чтобы уже с первых дней закрывать прибыльные сделки. Рынок сейчас очень волатильный, и мы продолжаем подготавливать большое количество прибыльных сделок, поэтому не упускай такую возможность, а переходи по ссылке в описании и получи свою первую прибыль уже сегодня. Дополнительно к экономическим событиям хотел бы еще добавить те, которые нас ожидают в будущем, ведь 23 числа должны опубликовать сразу два важных отчета. Прежде всего это ВВП в США за четвертый квартал, который покажет, насколько экономика остается устойчивой, а также дополнительный отчет касательно количества заявок на получение по безработице. Для США сейчас главный вопрос заключается, как бы это странно ни звучало, в увеличении безработицы, и чтобы оказать положительное влияние на рынки, результаты должны соответствовать прогнозам. А если в целом взять влияние экономики США на криптовалюту, оно однозначно стало менее активное, чем это было весной или летом. Все инвесторы приблизительно понимают, что хочет видеть ФРС и что она собирается для этого делать. Безусловно, инфляция создает для нас проблемы, но если она будет уменьшаться даже такими небольшими темпами, это все равно будет лучше, чем если бы она стояла на месте или увеличивалась. Тем не менее, все будет зависеть от будущих отчетов, и они, естественно, окажут влияние на рынок, поэтому за ними нужно следить. Теперь, когда мы понимаем, что происходит с экономикой, данными, давайте уделим внимание биткоину и его техническим показателям, ведь ни для кого не секрет, что движение крипты полностью зависит от него. И заранее хочу сказать, что мы продолжаем придерживаться того мнения, которое было озвучено в этом ролике более месяца назад. Тогда биткоин был на уровне 19 тысяч, и мы говорили, что он поднимется до 20, 25, ну и 30 тысяч. И как мы видим, осталось поставить галочку только на 30. Поэтому давайте разберем, получится ли это сделать или нет. Как мы знаем, биткоин очень сильно коррелировал с классическими активами в 2022 году из-за повышения ставок ФРС. Однако с начала этого года биткоин решил отойти от традиционных рынков и ушел в свободное плавание, что подтверждает вот этот график. Мы видим, что криптоинвесторов теперь не так пугают различные отчеты, как это было раньше. Вот поэтому в четверг биткоин и не стал идти вслед за фондовым рынком, а самостоятельно начал двигаться к своему максимуму в 25 250 долларов. Киты также приняли участие в этом движении, ведь по сравнению с мелкими адресами их активность была значительно выше. К тому же за последние 10 недель ключевые адреса китов быстро накопили 2,7 миллиарда долларов USDT, увеличив покупательную способность на 16%. И благодаря этому они заинтересованы покупать криптовалюту. Согласно данным, в последнее время также увеличилось количество транзакций на сумму более 1 миллиона долларов, а количество адресов, которые держат от 100 до 1000 биткоинов, увеличилось. Это указывает на бычий тренд, и покупатели ожидают дальнейшего роста цен в ближайшем будущем. Дополнительно индикатор средней стоимости доллара DSA, о котором сейчас все говорят, сигнализирует о росте. И это четвертый раз за все время, когда происходит что-то подобное, ведь в прошлые разы, в 2015, 2019 и 2020 годах, после сигнала этого индикатора начинался рост. Индикатор DSA измеряет относительную прибыльность стратегии DSA, предполагающую покупку биткоина на $1 каждый день в течение 1 года.
Как только он переходит в прибыльную зону, отмеченную как 365 по шкале, исторически начинаются крупные бычьи рынки. И в 2020 году после него биток вырос на 640%. Конечно, вряд ли мы увидим такое значение в этом году, но то, что индикатор указывает на рост, это уже хорошо. Хотя если взять биткоин в более узком таймфрейме, он сталкивается с серьезным препятствием в виде нескольких скользящих средних, выступающих в качестве сопротивления на протяжении большей части 2022 года. Две скользящие средние впервые в этом месяце образуют так называемый крест смерти, что дает нам сигнал на жесткое сопротивление и возможное снижение. Сопротивление мы реально получили после того, как биткоин дошел до 25 250 долларов, потому что в этом месте он столкнулся с дикой перекупленностью. И в данном случае показателем перекупленности был и есть индикатор RSI. И если на вот этом уровне показатели были слишком высокие, то после двухдневной коррекции RSI находится чуть выше нейтрального положения. Следовательно, для того, чтобы мы увидели рост, биткоину придется некоторое время консолидироваться в диапазоне от 24 до 23 тысяч, чтобы набрать достаточно ликвидности для движения к уровню 25 и 27 тысяч. Ведь обратите внимание на аналогичную картину, которая была вот здесь, в середине января, и вот здесь, в начале февраля. После каждого такого крупного роста биткоин постоянно несколько дней консолидируется и закрепляется на определенном уровне, чтобы продолжить рост. Таким образом, самыми подходящими уровнями для покупки биткоина будут 23 и 23,5 тысяч долларов. На данный момент они выступают самой сильной поддержкой, и это именно та цена, где многие трейдеры начнут его выкупать, что также окажет влияние и на другие криптовалюты. Поэтому, чтобы мы с вами смогли увидеть движение к 30 тысячам, нам следует накапливать ликвидность в этом диапазоне, а также внимательно следить за RSI, ведь когда он опустится ниже нейтрального положения и направится к уровню 40 или ниже, это может стать отличным сигналом на покупку. Так что обратите особое внимание на эти ключевые показатели. Более глубокую коррекцию также никто не отменял, но на данный момент опуститься биткоину ниже 23 и 22 тысяч будет очень сложно, учитывая множество положительных индикаторов и данных. Для холдеров такое снижение проблем не создаст, и даже при открытии лонг-позиции просадка должна быть незначительная. Ведь если мы пробьем 25 тысяч в ближайшее время и там зафиксируемся, это позволит нам увидеть 30 тысяч долларов, возможно, даже уже в марте. В принципе, то, что мы сейчас с вами наблюдаем, может стать действительно последним билетом в этот вагон, который идет к уровню 30 тысяч. Ведь те, кто не решались покупать биткоин по 15, 18, 20 или даже 22 тысячи долларов, пропустили это активное движение. Но, как говорится, купить никогда не поздно, так как чтобы дойти до 30 тысяч понадобится определенное время. С различными негативными новостями ситуация может, конечно же, измениться, но для того, чтобы не пропускать важную информацию, подписывайтесь на наш Telegram. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми смотреть наши ролики. Напишите в комментариях ваше мнение, сколько будет стоить биткоин в конце месяца, а также желаю вам прибыльной следующей недели. Увидимся очень скоро. Всем пока!